Всем привет, вы на канале Суперкит. Зарядные станции бывают разного назначения, бывают и такие, у которых нет инвертора на 230 вольт. Чем же они тогда отличаются от пауэрбанков? При обращении к Google с таким вопросом можно получить ответ, что главное отличие – это порты. Пауэрбанк всегда ориентирован на зарядку как себя, так и подключаемых устройств через USB, а зарядная станция имеет разные дополнительные порты типа DC. Также у пауэрбанков, как правило, обычные литий-ионные аккумуляторы, а у зарядной станции литий-железофосфатные аккумуляторы и зарядные станции более мощные. А кроме этого, зарядную станцию можно заряжать разными способами, в том числе и от солнечных батарей. Но сейчас уже есть и пауэрбанки с аккумуляторами литий-железофосфатными, а учитывая современные стандарты и протоколы USB-портов, пауэрбанк также может поддерживать быструю зарядку. Да и кто мешает заряжать пауэрбанк от солнечных батарей, которые вполне могут иметь порт USB. Поэтому все это очень сильно смазывается, так что называйте как больше нравится. Я купил зарядную станцию модели XP200, а вот с названием есть некоторые разбежности. Данное устройство продавалось под одним названием, хотя на коробке я такого слова не вижу, здесь совсем другой бренд. Правда, Google говорит, что по факту это один и тот же продукт. Здесь есть много атрибутов зарядной станции, которые не свойственны пауэрбанкам. Несмотря на то, что 230 вольт оно не генерирует, имеется функциональный экран, который показывает входную и исходящую мощность. На этом дисплее можно видеть информацию о том, какие порты задействованы, а также расчетное время работы как в случае заряда, так и времени работы на отдачу энергии, а также остаточный уровень заряда в процентах. Кроме двух портов USB, из которых можно вынуть мощность до 18 Вт с одного порта, также есть два порта Type-C, которые работают в обе стороны и на заряд, и на разряд. Мощность каждого по отдельности порта Type-C до 140 Вт. Суммарно по разным портам на выход станция может выдать до 200 Вт. К сожалению, нигде не указана информация, сколько каждый порт будет выдавать при одновременном использовании нескольких портов в различных комбинациях. Однако, кроме разных USB, есть также порт DC5521 с напряжением 12 вольт и мощностью на выход до 60 Вт. Мне одного порта мало, поэтому я купил двойник для DC5521. Здесь 12 вольт уже по классике вовсе не 12 вольт, причем величина напряжения будет плавать и зависеть от степени заряда аккумулятора. Аккумулятора, который здесь, конечно же, литий-железофосфатный, с ресурсом в несколько тысяч циклов заряда-разряда. А его емкость составляет 192 Вт-часа или 60 Ампер-часов в других единицах измерения. И еще есть разъем DC7909. Данный разъем должен использоваться для заряда самой станции, например, от солнечных батарей. Причем напряжение на вход допускается от 20 до 60 вольт. А максимальная входящая мощность через этот разъем не должна превышать 100 Вт. Из-за отсутствия инвертора эта зарядная станция не имеет активного охлаждения, работая исключительно в тишине. Устанавливается в вертикальном положении на ножке с нижнего торца. Сверху станции есть фонарик, который может проработать невероятно долго от полностью заряженного аккумулятора, работая в различных режимах. Вес 1,9 кг, для переноса есть мягкая ручка. В комплекте также присутствует кабель Type-C и Type-C. Для чего такой формат зарядных станций существует? Причем такое есть и у EcoFlow, и у Anker, и вообще много у кого. Зачем покупать вариант зарядной станции без напряжения 230 вольт? Прежде всего, конечно же, из-за цены. Если использовать этот аппарат с устройствами, которые не нуждаются в таком напряжении, то зачем платить за инвертор, который не понадобится? Также сюда подойдет вариант ответа из-за размеров и веса. Обычные USB-порты выдают 5, 9 и 12 вольт. Порты Type-C выдают 5, 9, 12, 15, 20 и 28 вольт. DC-порт на выход выдает 12 вольт, а по факту почти при полном уровне заряда 13,3 вольта. С максимальным током до 5 ампер, как и говорил ранее, общей мощностью до 60 Вт. Речь про синусоиду в этой зарядной станции не стоит, так как здесь нет инверторного преобразования постоянного тока в переменный. Лично для меня самое важное напряжение это 12 вольт, может еще 5 вольт. Остальные напряжения на выход мне использовать негде. Все детали по напряжениям разъемов также указаны на коробке и на зарядной станции снизу. Как и во всех других зарядных станциях с литий-железофосфатными аккумуляторами, перед первым использованием в инструкции указано, что сначала нужно полностью зарядить аккумулятор. Заряжать можно через любой из портов Type-C или даже через оба сразу. Мощность суммируется. Таким образом, можно даже превысить указанные 140 Вт на вход. Правда, я не знаю, стоит ли так заряжать, и то, что оно при разовом тесте сразу не сгорело от того же перегрева микросхем, вовсе не означает, что это не может случиться позже.
Чтобы не занимать ни USB-порты на зарядной станции, ни зарядное устройство на 100 Вт, я решил обмануть систему и купил адаптер из DC7909 в DC5521, а заодно относительно дешевое зарядное устройство на 24 вольта со штекером 5521. Таким образом, я попадаю в лимит от 20 до 60 вольт и планировал так заряжать. И столкнулся с главным нюансом. Зарядная станция видит, что подключение в этот разъем состоялось, но заряд не идет. Во всяком случае, этот процесс никак не отображается на экране. Да, я подключил не солнечную панель, но разве это может иметь значение, если я попадаю в установленные границы как напряжения, так и тока? А самое интересное, что если в DC7909 подключить вольтметр, то можно видеть, что из этого разъема есть напряжение на выход. Оно так же, как и в 5521, типа 12 вольт, но не 12 вольт, но что также интересно, значения между этими разъемами не совпадают. При этом порты выдают разные напряжения в зависимости от уровня заряда аккумулятора, как будто эти разъемы напрямую, без какого-либо преобразования, связаны с аккумуляторами и не проходят через схему стабилизации напряжения на конкретное значение. 7909 выдает напряжение ниже, чем 5521, то есть через какую-то схему преобразования, и здесь напряжение у какого-то из этих портов все-таки проходит. Я проверял это на двух одинаковых зарядных станциях, и обе себя ведут идентично, то есть это не локальный брак, а они так реально работают. Таким образом, я получил еще один разъем DC5521 на выход, через который можно подключать устройство, пусть и через переходник от DC7909, но потерял возможность дешевого варианта заряда. Точно не может быть, что не хватает напряжения, я проверил зарядное устройство, оно точно выдает то, что нужно. Ток при таком напряжении может быть до 5 ампер, то есть зарядное устройство может дать и больше, чем заявленная необходимость для зарядной станции. Ситуация с тем, что порт DC7909 не только не является, как заявлено, для зарядки зарядной станции, а еще и сам выдает напряжение, меня удивило. По такому случаю, ради интереса, я даже проверил, а как такая ситуация будет выглядеть с другой зарядной станцией. И вот я подключаю вольтметр, как в полностью выключенном состоянии, также в случае, когда станция показывает остаточный уровень заряда, и также, когда станция включена в режим использования. Но ни в одном из этих случаев порт ПВ, который рассчитан на входящее напряжение, сам не выдает никакого напряжения. И я думаю, что и не должен выдавать никакого напряжения. Это действительно вызывает вопросы. Поэтому я заряжаю эту станцию своим зарядным устройством с USB на 100 Вт. Если подключить зарядное устройство на 33 Вт, как, например, от моего смартфона, то оно способно заряжать этот девайс только мощностью 10 Вт, так как не совпадают протоколы зарядки у обоих звеньев этой цепи. Поэтому для нормального использования зарядной станции AXP200 без мощного зарядного устройства не обойтись. Если вы не обладаете таким зарядным устройством, то заряд может длиться и сутки. Ну и соответственно двумя зарядными устройствами на 100 и 33 Вт я разгоняю скорость заряда до 110 Вт. Работа со станцией через приложение не предусмотрена. Пожалуй, оно не сильно и нужно, не знаю, что можно было бы делать через приложение с этой станцией. Мне гораздо больше нравится, когда нет зависимости от стороннего устройства. Предыдущие станции, а также ваттметр показывали суммарное потребление моих роутера и модема для оптоволокна 7 Вт. Эта зарядная станция показывает в основном от 2 до 4 Вт, и я думаю, что неточно показывается именно в этом случае, несмотря на то, что входящую мощность в процессе заряда отображала более-менее точно. Причем такое наблюдение я провел по разным портам, и если порты USB выдавали мощности близкие к реальным при подключении устройств в них, то именно через порт DC5521 информация о потребляемой мощности, независимо от подключенного устройства, отличалась от реальной в меньшую сторону. Исходя из значения в 7 Вт, буду проводить тест на длительность работы и реального расхода накопленной аккумуляторами энергии. Как можно было видеть чуть ранее, в разъеме 5521 напряжение близкое к 12 вольтам. Буду использовать стабилизатор напряжения, так как я считаю, что напряжение почти 13,5 вольт полностью заряженного аккумулятора – это слишком много вместо положенных 12 вольт. Оба порта, и 5521 и 7009, после стабилизатора дают чуть больше, чем 12 вольт. Преобразования не являются значительными, так как значения на выходе станции и стабилизатора близки. Это значит, что можно посчитать максимально точно, насколько была заряжена станция в плане емкости, так как нет сторонних растрат. И в результате этого теста связка роутера и модема проработала 25 часов. Причем оставшееся время работы все время было близким к получившемуся итогу.
Я не успел увидеть, какой процент заряда при этом оставался в момент отключения, видимо около 20%, которые возможно мгновенно стали 0%. После включения станция уже показывает 0% и дает посмотреть либо остаток заряда, эти самые 0%, либо нужно выключить ее и только тогда можно включить фонарик, который очевидно работает уже почти в кредит, то есть такой себе аварийный случай, который производитель закладывает специально. Подобный случай был подробно расписан в инструкции зарядной станции Ugreen. Так вот, учитывая, что за 25 часов при потреблении 7 Вт связка роутера и модема потратили на свою работу 175 Вт, это реально отличный результат. Особенно принимая во внимание факт какой-то остаточной емкости аккумулятора, который на самом деле, конечно же, не в полный ноль разряжен, а также пусть и небольшой, но тем не менее был процент потраченный на постоянное преобразование напряжения в стабильные 12 вольт, то становится очевидно, что зарядная станция реально имеет емкость близкую к 192 Вт-часа. Это отличное решение для тех, кто еще не купил себе ИБП для роутера. В отличие от того мусора, который я покупал для этой цели, и благо, что сдал обратно, который продолжает стоить каких-то космических денег сейчас, который заряжался дольше, имел емкость в 2,5 раза меньше и выдавал почти 14 вольт вместо положенных 12 вольт. Да, эта станция также выдает не 12 вольт, но тут все остальное в разы лучше и за приблизительно те же деньги. А вопрос со стабилизацией я также давно решил. Также этот аппарат прекрасно сгодится для вентилятора, который я давно переделал от USB, который сможет проработать более 50 часов, если верить оценочному времени работы. Коврика для подогрева сиденья, который потребляет около 10 Вт и сможет проработать около 20 часов. И освещение при использовании обычной яркой лампы E27, но с завода адаптированной для работы от низкого напряжения. Эта лампа сможет гореть почти сутки от одного заряда. Можно вообще все перечисленное подключить сразу, станция легко справится с такой нагрузкой. Подойдет даже для компа и ноутбука, правда компьютерную технику придется к этому подготовить отдельно. По расчетам емкости и мощности моего компьютера и монитора при работе от 12 вольт, этой зарядной станции должно хватить часов на 5. Для ноутбука придется докупить DC-преобразователь из 12 в 19 вольт, который, я думаю, подойдет во многих других случаях в жизни также, так как кроме случаев отключения электричества подойдет и для автономного использования в дороге или месте, где электричества не бывает. Особенностью зарядной станции является возможность работы в качестве ИБП. Для маломощных устройств, таких как роутер и оптоволоконный модем, такой вариант вообще идеален. Я слежу не только за акционными ценами, а и за купонами на AliExpress. Так вот, мне эта покупка обошлась в $72. Также у меня было зарядное устройство с USB высокой мощности, а именно на 100 Вт, приблизительно за 1/3 от стоимости этой зарядной станции, которое я купил года 3 назад на всякий случай, поэтому для себя могу считать $72 конечной ценой. Зарядное устройство на 140 Вт имеет цену куда больше. А если посмотреть на сегодняшнюю цену этой зарядной станции, его около $100, то я бы поддал сомнению логичность такой покупки. А при отсутствии зарядного устройства с быстрой зарядкой, такая покупка уже мне кажется даже странной, так как цена уйдет за $130 точно. Опять же, я рассуждаю на лето 2026 года, может все другие станции будут стоить через полгода в 2-3 раза дороже, но на сегодня я бы посмотрел другие варианты. Та же розетка, которая, видимо, продает возвраты, дает очень хорошие дисконты на них, и там можно подобрать что-то вполне приемлемое. На момент подготовки видео видел такие варианты, они стоят дороже, но разница не столь значительна, однако тут и емкость выше, и инвертор даже есть, а так как такой вариант имеет быстрый заряд от сети, то есть встроенное зарядное устройство, то дополнительных растрат на отдельное зарядное устройство уже не будет. Не всегда в таких вариантах есть порт DC5521, но 12 вольт можно легко вытащить и из USB. Если же говорить про зарядные станции без инвертора, то в местных магазинах в подобном ценовом сегменте можно приобрести лишь с емкостью в 2 раза ниже. Как и говорил ранее, самая главная проблема таких мини-станций – это то, что зарядное устройство в комплект не входит. Конечно, зарядные устройства не входят ни к одной из подобных станций, но вряд ли это может улучшить настроение при понимании того, что нужны дополнительные растраты. Тем не менее, не считая косяков, что не работает порт DC7909 так как должен, что 12 вольт не 12, но именно в этом я был изначально уверен,
Исходя из опыта работы с другими зарядными станциями, несмотря на отсутствие зарядного устройства в комплекте, есть и заметные плюсы. Достаточно маленькая для своей емкости и возможностей, может быстро заряжаться, питать или заряжать мощные устройства, имеет современные литий-железофосфатные аккумуляторы, в наличии DC-порт и фонарик, который надолго обеспечит освещением. Эта зарядная станция точно пригодится в жизни, так как к ней можно много чего подключить. Во всяком случае, я лично уже давно имею множество устройств, которые либо уже работают от 12 вольт, либо их легко перевести в такой режим работы для экономии энергии при использовании низковольтного напряжения без инвертора. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!